Привет всем любителям автоспорта, на связи Андрей. В данном видео хотел бы затронуть тему теории в автоспорте, так как именно теория, ну или другими словами матчасть, является фундаментом практически в любой сфере. Без знания теории прогресс будет крайне медленным, если вы учитесь сами или неосознанно, если вы просто пытаетесь повторить прохождение трека за кем-нибудь другим. Другими словами, имея определенные знания, процесс обучения трека будет более очевидным, понятным и быстрым. Я не хочу сказать, что посмотрев этот ролик, вы будете ездить максимально быстро, иначе я бы, наверное, так и ездил. Но если вы посмотрите мои разборы треков, времена там не очень близки к топовым и траектории тоже. Без практики сухая теория – это как диванная критика. Я все знаю, а когда дело, так странно, а что это у меня не получается-то? Практику вам никто, кроме вас самих, не даст. А вот поделиться немного теорией, я думаю, можно. Предлагаю начать с термина траектория. Траектория – это воображаемая линия, вдоль которой движется автомобиль. И нам надо выбрать такую траекторию, благодаря которой мы сможем пройти поворот или связку поворотов за наименьшее количество времени. Назовем это идеальной траекторией. На траектории в повороте есть три основные точки. Первая точка входа в поворот, другими словами, начало поворота. Вторая – это апекс, там, где автомобиль касается поребрика. И третья точка – точка выхода, там, где автомобиль возвращается к прямолинейному движению или переходит в следующий поворот. Существует три разновидности поворотов. Поворот перед прямой, поворот в конце прямой и поворот, связывающий два других. Самый важный поворот именно тот, который выходит на длинную прямую. Второй по важности поворот в конце прямой. Скоростные повороты важнее медленных. И давайте я попытаюсь объяснить почему. Представим ситуацию, когда есть два поворота. Один проходится на 80, второй на 230 км в час. Если вы ошибетесь и проедете первый на 10 км медленнее, то есть на 70, то разгон с 70 до 80 произойдет менее чем за секунду. А вот если вы входите во второй поворот на 220, то с 220 до 230 автомобилю понадобится гораздо больше времени на разгон. То есть потеря 10 км в час на скоростном повороте повлияет на время круга более существенно. Главная задача при прохождении поворота – это добиться максимальной высокой скорости на прямой. Гонщик, который быстрее выходит из поворота, быстрее достигнет и конца прямой. Давайте вернемся к вариантам апекса и как его правильно определить. Есть ранний, геометрический, назовем его классический, и поздний. Определить, где должен быть апекс, не так сложно. Если в точке выхода на разгоне вам приходится доворачивать руль, то апекс был слишком ранним. Если же при разгоне вы не используете всю ширину трассы, то есть не доезжаете до противоположного поребрика, то апекс был поздним. Подготовил немножко графики, чтобы, может быть, визуализировать и лучше понять, что я имею в виду. Значит, если мы слишком рано входим в поворот и рано начинаем ускоряться, то нас будет выталкивать за границы трека, и нам придется доворачивать руль. В противном случае, если мы слишком поздно начнем входить в поворот, то разгонная траектория будет максимально прямой, и не будет смысла использовать всю ширину трека. Давайте подытожим то, что мы узнали о траекториях и поворотах. Перед длинной прямой. И наш приоритет – это скорость на выходе, то есть это более поздний апекс и ранний разгон. После прямой, за которым не следует прямая, мы стараемся затянуть прямую дальше, то есть максимально долго используем прямую. Нужен ранний апекс и позднее торможение. После прямой и перед прямой. Приоритет у прямой, на которую мы выходим. И следующий, последний, это S-образные, то есть шиканы и им подобные.
Тут самый важный последний поворот, ведущий напрямую. Для последнего поворота выбирается поздний апекс и максимальная скорость на выходе. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это перераспределение веса. Для начала необходимо понять, чем вообще за дорогу держится автомобиль и как мы можем на это влиять. Итак, автомобиль изменяет свою скорость и направление движения благодаря пятну контакта шины с трассой. Другими словами, пятно контакта – это область шины, которая соприкасается с дорогой. И таких пятен у нас 4, то есть по одному на колесо, само собой. И соответственно, чем больше это пятно, тем лучше сцепление с дорогой. Сцепление зависит от нагрузки на шину. Чем оно больше, тем лучше будет управляться автомобиль. Но слишком тяжелый автомобиль будет хуже тормозить и разгоняться. А излишняя аэродинамическая нагрузка может снизить максимальную скорость. Поэтому всем, чем мы можем управлять в данной ситуации, это перераспределением веса. Ни для кого не секрет, что при резком торможении машина клюет носом. Вес уходит на переднюю ось. При резком ускорении задняя часть приседает, то есть вес переходит на заднюю часть автомобиля. В повороте вес перераспределяется к наружной части, вызывая крен. При всех этих воздействиях на автомобиль общий вес остается неизменным. Самый наглядный пример из жизни. Представьте, что у вас есть противень или любая другая прямоугольная емкость, в которой налито немного воды. Наклоняя переднюю часть, мы симулируем торможение, и вода будет стремиться переместиться вперед. Наклоняя заднюю часть, вода будет перемещаться назад. Симулируя правый поворот, мы наклоняем левую часть емкости. Мне кажется, это хороший пример, а главное наглядный, потому как можно воспроизвести ситуацию, когда мы резко поворачиваем и резко тормозим, и видим, что практически весь вес перемещается на одно колесо, в смысле на один угол. При этом, при всем, общий вес, какой был, такой и остался. Просто он переходит в определенную точку. От перераспределения веса сцепление изменяется нелинейно. Давайте попробую объяснить, что я имею в виду. К примеру, мы имеем 20 пунктов сцепления, по 5 на каждое колесо. После поворота направо мы можем иметь по 6 пунктов на колесо на левой стороне и по 3 на колеса с обратной стороны. Таким образом останется 6 плюс 6 плюс 3 плюс 3 – 18. Увеличение на 1 пункт сцепления слева не говорит, что справа мы вычитаем 1. То есть нет прямой зависимости. Причем при более резком управлении рулем и работе с педалями газа мы будем терять больше сцепления, чем если бы мы управляли более плавно. Из этого примера можно получить еще одно правило или рекомендацию. Перераспределять вес нужно плавно, чтобы по максимуму сохранить сцепление шин с дорогой. И еще небольшой пример. Если резко повернуть руль вправо или влево, сработает эффект проскальзывания и направление авто изменится минимально. Если же мы будем делать это более плавно, то машина будет реагировать на это более четко. Постараюсь максимально быстро и просто объяснить, что это означает. Есть несколько основных факторов, влияющих на сцепление шины. Первое – это вертикальное давление на шину. Это то, про что мы говорили чуть ранее. Второе – пятно контакта. Третье – это в принципе общее свойство состава резины. В силу того, что резина у нас эластичная, достигнуть предела сцепления без скольжения невозможно. На рисунке справа изображены две линии – оранжевая и зеленая. Оранжевая – это угол поворота колеса, а зеленая – это траектория движения автомобиля с учетом этого угла поворота колеса. Если эти две линии совпадают, то предел сцепления не достигнут. Если между ними есть угол, то наше колесо проскальзывает. Для примера берем затяжной поворот, в котором мы плавно добавляем газ.
Если направление колеса и направление движения совпадают, значит предел не достигнут. Продолжаем ускорение. Как только нам нужно еще довернуть немного руль, чтобы сохранить текущую траекторию, то это и есть наш эффект проскальзывания. Значит достигнут максимум. Если руль вывернут слишком сильно относительно траектории движения, то будет возникать сильный расход резины, ну а под конец гонки это может быть очень даже важным. Давайте подытожим изложенный выше материал. Для быстрого времени круга мы должны хорошо знать трек, а именно траектории, точки входа и выхода. Вести машину на пределе сцепления шин с трассой благодаря эффекту проскальзывания и правильному перераспределению веса. Возможно, получилось немного сумбурно, но я старался объяснить все максимально простым языком и на простых примерах. Поэтому сильно не ругайтесь, пожалуйста, на меня. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь, если считаете, что это интересно и оно того заслуживает. Всем добра, берегите себя и до новых встреч!